Масштабные наводнения накрыли Италию, Индонезию, Нигерию и Абхазию. В Краснодарском крае произошло сильное землетрясение, а в США пожар в национальном лесу Сьерра угрожает древним гигантским секвоям, живущим тысячи лет. И это лишь часть событий, обрушившихся на планету за последние сутки. Обо всем этом и не только в сегодняшнем выпуске «Горизонт событий». Приветствую вас, друзья! Проливные дожди обрушились на остров Эльба, вызвав масштабное наводнение в городе Портоферрае и прилегающих районах. По данным местных властей, сильные осадки начались в ночь с 8 на 9 сентября и продолжались в течение дня, вызвав резкий подъем уровня воды в реках и каналах. Улицы Портоферрае превратились в бурные потоки, а низменные районы города оказались под водой. Сообщается о значительном ущербе инфраструктуре, пострадали жилые дома, дороги и общественные объекты. Железнодорожная станция в Портоферрае, расположенная вблизи побережья, пострадала особенно сильно. Платформы и пути оказались затоплены, что привело к полной остановке железнодорожного сообщения на острове. Представители транспортной компании Trenitalia заявили, что восстановление движения займет не менее нескольких дней, так как требуется оценка ущерба и проведение ремонтных работ. Местные службы спасения и гражданской обороны работают в усиленном режиме, эвакуируя жителей из зон риска и оказывая помощь пострадавшим. По предварительным данным, жертв нет, однако десятки семей временно лишились жилья. Метеорологи предупреждают, что дожди в регионе могут продолжиться. Мэр Портоферрае обратился к центральным властям Италии с просьбой о выделении средств на ликвидацию последствий наводнения. Также в городе началась кампания по сбору помощи для пострадавших. В промышленной зоне города Атлакамулько, расположенного примерно в 130 километров к северо-западу от Мехико, грузовой поезд врезался в двухэтажный пассажирский автобус, следовавший из Сан-Филиппе-дель-Прогресса в Мехико. Авария произошла на нерегулируемом железнодорожном переезде. По данным оператора поезда, компании Canadian Pacific Kansas City, автобус попытался пересечь пути перед приближающимся составом, что привело к столкновению. Поезд протащил автобус по рельсам десятки метров, практически сорвав его крышу и смяв кузов. Трагедия унесла жизни по меньшей мере 10 человек, и еще 61 человек получил травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие были доставлены в местные больницы, некоторые из них находятся в критическом состоянии. Точные причины аварии пока не установлены, но предварительно власти считают, что водитель автобуса нарушил правила дорожного движения, пытаясь проскочить переезд. Лесной пожар Garnet Fire, вспыхнувший еще 24 августа из-за удара молнии, вплотную подобрался к роще МакКинли в национальном лесу Сьерра, где растут гигантские секвои, одни из крупнейших и старейших деревьев в мире. Пожар Garnet Fire охватил около 22 тысяч гектаров в округе Фресно и к 9 сентября был локализован лишь на 14%. Огонь достиг юго-восточной части рощи МакКинли, где находится около 165-200 гигантских секвой, некоторые из них имеют высоту более 70 метров. По данным лесной службы США, пламя перекинулось на кроны нескольких деревьев. Это представляет серьезную угрозу, так как секвои, несмотря на их природную устойчивость к огню, уязвимы к интенсивным пожарам. Пожарные и лесная служба США предпринимают экстренные меры, чтобы защитить эти уникальные деревья, возраст некоторых из которых достигает 2000 лет. За неделю до приближения огня в роще была установлена круглосуточная система орошения, которая повышает влажность почвы и воздуха, затрудняя распространение пламени. Ведется уборка сухой травы, хвои и подлеска вокруг деревьев, чтобы снизить количество топлива для огня. Для тушения привлекли также специальные команды пожарных парашютистов, которые взбираются на массивные стволы и тушат очаги огня высоко в кронах деревьев. Обычно эти команды десантируются на парашютах в удаленные зоны пожара, но в данном случае им приходится добираться до рощи на транспорте. Гигантские секвои, произрастающие только на западных склонах Сьерра-Невады, исторически адаптированы к низкоинтенсивным пожарам,
которые помогают их семенам распространяться. Однако современные мегапожары, подпитываемые засухой и накоплением горючих материалов, представляют для них смертельную угрозу. С 2020 года около 20% всех зрелых секвой в мире погибло в результате пожаров. Роща МакКинли, не горевшая почти столетие, сейчас особенно уязвима из-за скопления большого количества сухого топлива. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными данные события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях, что происходит в вашем регионе. В Апшеронском районе Краснодарского края вчера вечером произошло землетрясение магнитудой 4,5. Эпицентр находился вблизи села Гойтх Туапсинского района, примерно в 11 километров от города Апшеронска и недалеко от Хадыженска. Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 километров. По информации региональных сейсмологических станций, землетрясение произошло в зоне тектонической активности Северного Кавказа, связанной с Ахтырской флексурно-разрывной зоной. Подземные толчки ощутили жители Краснодарского края и Республики Адыгея, включая Сочи, Туапсе, Майкоп и Горячий Ключ. На данный момент отсутствуют сведения о жертвах или каких-либо разрушениях. Местные власти и спасательные службы ведут мониторинг ситуации. Сильные ливни обрушились вчера на Сухум, столицу Абхазии, вызвав подтопление в центральных районах и жилых зонах. Вышедшая из берегов река Сухумка стала одной из основных причин затопления. Не справившаяся с количеством осадков ливневая канализация стала причиной затопления квартир на нижних этажах многоквартирных домов. Непогода сопровождалась сильными порывами ветра, который повалил деревья и повредил линии электропередач, что привело к временным перебоям с электроснабжением в некоторых районах города. Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии сообщило, что в результате ливней было потоплено более 20 домов, часть из которых значительно пострадала. Коммунальные службы Сухума были приведены в усиленный режим работы для ликвидации последствий стихии. Вечером 8 сентября мощная гроза с гигантским градом пронеслась над юго-западной частью штата Канзас, в частности, в районе небольшого города Ашленд в округе Кларк. Размер градин достигал 10 сантиметров и более, что привело к повреждениям автомобилей, крыш домов и сельскохозяйственных угодий. Это один из самых интенсивных случаев града в регионе за 2025 год. Град сопровождался порывами ветра до 113 км в час и сильными ливнями. Серьезно от града пострадали десятки домов и транспортных средств. «9 сентября Лагос, крупнейший город Нигерии, столкнулся с мощным наводнением, вызванным интенсивными осадками. Район Мэриленд, расположенный на материковой части города, оказался одним из наиболее пострадавших. По данным СМИ, под водой оказался целый ряд дорог и жилых районов. Десятки автомобилей ушли под воду, на дорогах образовались заторы. Наводнение усугубило ситуацию с водоснабжением, так как ранее в районе Мэриленд произошла крупная утечка на водопроводе, что временно остановило подачу воды в некоторые районы города. Местные жители сообщают о затоплении домов и магазинов. Наводнение в Лагосе не редкость из-за его прибрежного расположения и слабо развитой ливневой системы, что делает город уязвимым для сезонных ливней. Правительство штата Лагос активизировало усилия по ликвидации последствий наводнения. Ведутся работы по расчистке дренажных каналов и откачка воды из затопленных районов. Проливные дожди, обрушившиеся в начале месяца на индонезийский остров Бали, достигли пика 8 и 9 сентября и вызвали масштабное наводнение в районах Куту, Денпасар и Джембрану.
Под водой оказались дома и дороги, уровень воды в некоторых районах доходит до пояса. Основные автомагистрали, включая дорогу Денпасар-Гилиманук, затоплены, это привело к полной остановке транспортного движения. В Джимбране из-за оползней и ветра произошло 25 обрушений зданий. Пострадал также храмовый комплекс Таман-Беджи-Каух. В горном районе Гианьяр и в Бадунге сошло 11 оползней. Ветром повалено 16 деревьев, возникли перебои с электроснабжением. Местные власти мобилизовали все аварийные службы для борьбы с последствиями стихии, направив основные усилия на откачку воды и эвакуацию жителей и туристов из наиболее пострадавших районов. Балийское агентство метеорологии, климата и геофизики прогнозирует продолжение дождей различной интенсивности в течение всего сентября, что может значительно осложнить ситуацию. Aduh Tuhan. Bangunan yang roboh ini, bangunan yang roboh di samping BCA. В горах, окружающих бухту Милфорд-Саунд на южном острове Новой Зеландии, был зафиксирован сход снежной лавины в национальном парке Фьордленд. Лавина сошла в высокогорной зоне недалеко от пика Митры, который возвышается над бухтой Милфорд-Саунд. Сход снега был вызван сочетанием мобильных осадков в виде дождя и снега и нестабильного снежного покрова на склонах. Милфорд-Саунд является одним из самых влажных мест на планете с годовым количеством осадков около 6813 мм, которые способствуют накоплению снега в горах и повышают риск лавин, особенно в переходные сезоны, такие как сентябрь. Лавина не затронула непосредственно туристические маршруты или саму бухту, но вызвала временное перекрытие некоторых троп и участков шоссе, ведущего к Милфорд-Саунду, включая тоннель Хомер. Власти национального парка Фьордленд проводят оценку рисков повторных сходов, так как метеорологи прогнозируют продолжение осадков в ближайшие дни. Вечером 8 сентября в центральной части Оклахомы сформировалась грозовая суперячейка, массивное грозовое облако с вращающимся восходящим потоком или мезоциклоном, способное порождать торнадо, крупный град и разрушительные ветры. По данным Национальной метеорологической службы, шторм затронул несколько округов, включая Канадиан и Оклахома, с градом диаметром до 8 см и порывами ветра до 113 км в час. Охотник за торнадо попал в эпицентр шторма, преследуя суперячейку. Его автомобиль подвергся интенсивному обстрелу градом, который разбил лобовое стекло, оставил вмятины на кузове и повредил другие элементы. В пострадавших районах Оклахомы град повредил крыши домов, автомобили и сельскохозяйственные угодья. Массовое выбрасывание морских звезд произошло в ночь с 8 на 9 сентября в Шотландии, на пляже Киркалди, расположенном вдоль залива Фертафорд, в Файфе. Причиной стали сильные штормовые волны и мощные морские течения, вызванные высокой приливной волной в сочетании с юго-восточным штормом. Морские звезды были вынесены на песок, скалы и даже на прогулочную набережную у парковки. Лишь немногие особи, оставшиеся в лужах после отлива, выжили. Подобные массовые выбросы морских звезд происходили в Шотландии и ранее, например, в 2023 году на пляжах Портабелло и Блэк-Айл. Ученые подчеркивают, что популяция обыкновенных морских звезд остается стабильной, и такие выбросы не должны существенно повлиять на экосистему. Сразу после полуночи на Земле была зафиксирована магнитная буря. Ее интенсивность превысила уровень слабой G1 до уровня средней магнитной бури G2, возмущения геомагнитного поля не дотянулись. Продолжительность магнитной бури составила около 3 часов. В настоящее время геомагнитное поле находится в слабо возмущенном состоянии, а индекс, отражающий силу этих возмущений, немного превышает отметку в 4 единицы. По прогнозам, возмущения геомагнитного поля, не достигающие уровня магнитных бурь, продлятся сегодня до полудня,
после чего магнитосфера Земли перейдет в неустойчивое, а затем и в спокойное состояние. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь, и до встречи завтра в новом выпуске.